Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, как обогнуть весь мир за 80 дней нам показал Джеки Чан. Но как совершить кругосветку за месяц? Ответ мы сможем получить у нашего сегодняшнего эксперта по кругосветным путешествиям. Встречайте странствующего альбатроса, вид крупных морских птиц из семейства альбатросовых. Странствующие альбатросы достигают длины до 117 сантиметров и обладают самым большим среди современных птиц размахом крыльев до 325 сантиметров. Секрет путешествий этого пернатого эксперта прост. Нужно просто расслабиться и плыть по течению ветра. Каждый год по такому принципу альбатросы совершают вояж в 21 тысячу километров, облетая таким образом всю планету. Эти огромные морские птицы энергию на махание своими немаленькими крылышками попросту не тратят. Альбатросы разгоняются до 100 километров в час без единого взмаха крыла. Ну а покорять моря и океаны пернатому помогают огромные крылья в 3 и более метра размахом. Представьте, что каждое крыло у альбатроса примерно размером с вас. При этом весит альбатрос не так уж и много, всего около 7 килограммов. Например, близкий ему по размеру андский кондор весит вдвое больше. Ролик про великого падальщика есть в плейлисте птицы. Длинные узкие крылья альбатроса в сочетании с относительно небольшой массой позволяют без особых усилий парить над водной гладью, используя воздушные потоки, возникающие при взаимодействии морских волн и атмосферы. Именно поэтому альбатрос редко летает на высоте больше 10-15 метров над водой и избегает штилевой погоды. Ну а оставаться в полете странствующие альбатросы могут часами. В полете они проводят большую часть своей жизни. Известны случаи беспосадочных перелетов длиной более 1000 километров. Кстати, именно поэтому первые особо суеверные мореплаватели считали, что у альбатроса просто нет ног, потому что птица всю жизнь проводит в воздухе. А еще для моряка увидеть парящего альбатроса не очень хорошая примета. Обычно появившиеся в воздухе птицы всегда служат верной приметой близости суши, ведь как бы далеко не улетали в море чайки, фрегаты или фаэтоны, они обязательно возвращаются на берег. Но если в море увидишь парящего огромного альбатроса, значит до земли еще очень далеко. Альбатросы в своих странствиях предпочитают соблюдать весьма дорогое белковое меню. Свежайшие морепродукты в виде рыбы, ракообразных, кальмаров и прочих моллюсков всегда присутствуют во время их морского кругосветного круиза. Как только потенциальный перекус обнаружен, гигант влетает в крутое пике и ныряет на глубину аж до 12 метров. Ступив же на сушу для гнездования, альбатрос становится смешным и неуклюжим. Странствующие альбатросы гнездятся в основном на субантарктических островах. Ну а дела семейные у этих пернатых гигантов начинаются с поиска своей ненаглядной. Примерно в ноябре-декабре альбатросы моногамны, но при этом в свободное от семейных обязанностей время птицы проводят раздельно. Причем так далеко друг от друга, что ради воссоединения им буквально приходится огибать земной шар. В субарктических широтах известны случаи, когда пернатые преодолевали 21 тысячу километров, чтобы прилететь на остров
остров к своей любви. Исследования показали, что гнезда альбатросов располагаются в среднем на расстоянии 22 метров от того места, где они сами появились на свет. Это поразительная точность и феноменальная топографическая память для птиц, ведь они не видят суши годами. Ну а после долгих месяцев разлуки парочке надо вычислить свою вторую половинку среди слетевшихся тысяч других таких же гигантов, а потом супруги встречают друг друга с песнями и плясками в буквальном смысле, ведь за долгий срок разлуки чувства могут остыть. Ну а результатом этих стараний становится единственный смешной птенец. За чадом родители следят по очереди. Один сидит с любимой дитяткой, другой улетает на поиски вкусной белковой пищи. Кстати, сами детишки-переростки настолько пассивны, что их даже едят мыши. Например, на острове Гоф на птенцов альбатроса охотятся грызуны. Да, вот настолько они беспомощны. Гнездовой период у альбатросов беспрецедентно долгий. Птенцы покидают гнездо через 140-170 или, как у странствующего альбатроса, 280 дней. За это время они успевают 2 раза перелинять и набрать вес, превышающий вес взрослой птицы. Воспитание птенца заканчивается тем, что родители окончательно покидают гнездо, а птенец остается. Он может провести в гнезде еще несколько дней или даже недель, пока не закончится линька. Затем птенцы самостоятельно отправляются на берег, где еще некоторое время разрабатывают взмахи крыльями. Часто этот нелетный период птенцы проводят на воде, и в это время они очень уязвимы, например, перед акулами, которые специально приплывают к островам, чтобы поохотиться на птенцов. Кстати, живут гиганты довольно много по меркам пернатых. Средняя продолжительность жизни составляет от 10 до 30 лет, но в некоторых случаях может достигать и все 50. К сожалению, поймать огромную птицу совсем несложно. Достаточно насадить на большой рыболовный крючок кусок сала и бросить снасть за борт на длинном крепком шнуре. Пользуясь доверчивостью альбатросов, их ловили именно таким способом. А все затем, чтобы получить красивые белые перья, очередное увлечение модниц среди голых обезьян. Ну а поскольку скорость воспроизведения потомства у альбатросов низкая, ряды странствующих птиц в последнее время значительно поредели. Так что это вам никакой не страус, а самая большая в мире морская птица-путешественница. Кстати, а вы хотели бы совершить кругосветное путешествие? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!